Ну, видели одного азиата одноногого в порне. Я говорю, понятно, да, это был я. Ну, как сказать, ну, так, я был наркотиков много, я был зависим, алкогольная зависимость. Куча много всего, все в комплексе. Сексуальная зависимость. 30 лет я скрывался, что я гей, тайно трахался с нашими чуваками. Ну, хочется мне, блядь, 2-3 хуя, мне хочется, да? Что я могу с этим поделать? Всем привет! Добро пожаловать на очередной выпуск Гей-чата. Кто к нам подключился, если вы здесь впервые, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал. Мы тут всегда обсуждаем что-то интересное, актуальное. Секс-позитивный у нас подкаст, да. Уже знакомые, наверное, для вас лица. Дима из Майами. Дима, привет. У тебя лето. Мы тебе все У меня больше и лето. больше завидуем. Вечное лето. Стас, привет. Привет. Ну, посмотри ты на нас, ну. Вот мы. Отлично, да. Ты мой хороший. Я по-прежнему Олег, я по-прежнему в Нью-Йорке. Ну и также у нас сегодня в гостях Дима из Лос-Анджелеса. Дима с нами в первый раз. Дима, привет. Привет, привет. Слушай, ну я не знаю, ты загорелый или это какие-то фильтры, но вот цвет кожи отличается. Все-таки Лос-Анджелес, наверное, дает о себе знать. Ну да, я еще плюс всегда загорел, то есть солнце меня настолько любит, что мне даже это бесит порой. Я наоборот, знаете, это как история Прячусь. азиатов, которые хотят быть белыми, но М. они, сука, все равно черные. Вот это из рода меня. То есть я стараюсь быть чуть побелее, но солнце меня очень сильно любит, поэтому я загорелый. А ты азиат родом откуда? Я из Да. Алматы, из Казахстана. О, отлично. У нас еще никого не было из Казахстана, так что супер Как классно. давно ты в Лос-Анджелесе? Я уже 8 лет. Мгм. Супер. Ну и как тебе? А почему, Тебе кстати, нравится? Лос-Анджелес? А, ну, тут выходит такая уже, скажем, наша гейская история. Я приехал в Лос-Анджелес по любви, я влюбился. Типичная всем история в друга натурала, ну, когда типичная всем, типично невротического, наверное, состояния. Это типично мой кейс. Так я за ним переехал в Лос-Анджелес, да, и вот так и остался. Он был он американец или? Прямо тебе умоляю, с юго-западной из Москвы. И когда ты Привет. переехал, как То быстро вы есть, расстались? подожди, он натурал, как бы? И ты просто С за ним поехал? юго-западной. И другого места, кроме как Ну, всем, Лос-Анджелес, мы не нашли. всем до боли знакомая история. Когда у тебя друг натурал, и у вас какие-то там шуры-муры непонятные, он не может взять ответственность за свои... He can't take responsible for his actions. И ты постоянно думаешь о том, что что-то изменится, и какая-то твоя история идет за ним. Вот. И он уехал в Америку, и все. И Ты за ним. моя Москва изменилась. Мне Москва уже не мила, и я, естественно, поехал за ним, да. Но я приехал на 20 дней погостить. Но закрутилось, завертелось, вот уже 8 лет здесь. А мы на самом деле, точнее, я давно думал об этой теме. Мы сегодня хотим поговорить про спорт, даже, ну, может быть, отчасти про здоровый образ жизни или про питание, скорее про внешний вид, скажем так. Мы даже хотели запускать отдельный подкаст на эту тему и смотреть, как, значит, следить за прогрессом и вообще какие там бывают препятствия и почему лениво вообще ходить в спортзал там или ну, что-то такое. Я думаю, Стас меня поймет, да? Мы Вот, что-то даже не но... предлагали в этом подкасте принимать участие. Мы его так и не запустили, но мы решили сделать эфир, посвященный здесь в рамках гей-чата, посвященный именно этой теме. И очень классно, что Дима к нам подключился. У нас, кстати, из Лос-Анджелеса тоже еще никого не было, поэтому ура-ура. Вот. И вообще, кстати, Лос-Анджелес на самом деле создает такое впечатление, что там все накачанные, что все должны выглядеть как Все модели. геи. Так же, как и Ну, Майами, гей, кстати. так же, как и Майами, да? Ну, 100%. вот Да. так это или нет, Дима? И что там за культ у вас такой на внешний вид? Я не знаю, связано ли это с моим мировоззрением и моей парадигмой мира, но мне кажется, здесь все геи. Ну, как минимум, большинство, точнее. Город, да, город раскрепощенный, город открытый, город без стереотипов, без лейбов.
Соответственно, здесь культ идут тела, культ моды, я бы сказал, больше винтажная мода такая. Если, например, взять Майами и Лос-Анджелес, то Майами это больше про лакшери какой-то культ, где люди, как московские понты любят делать, то Лос-Анджелес это более такой, скажем так, немножко Петербург, где немножко все такие арт, такие приземленные, приземленные миллионеры. То есть, грубо говоря, простая футболка, какие-то там сланцы, и здесь все, естественно, либо вообще ты без торса, и обязательно, чтобы у тебя было six-packs. Ну, то есть Лос-Анджелес, он вот про это. Конечно же, здесь тоже имеются и модники, Ну, и не модники, но как-то в целом я вот ношу одну-две футболки, одни шорты, и больше мне одеваться не хочется. ну, Одну футболку, одни шорты и браслет Cartier Love. Ну да, то есть Ну, это такая история, где типа, ну и то это только потому, что, наверное, во мне есть мой менталитет, вот это, знаешь, немножко показать какой-то, какие-то свои понты. А так, в принципе, в целом, люди здесь очень непонятно, кто бомж, а кто миллионер. Вот правда, здесь не отличить. слушай, ну до Лос-Анджелеса ты жил в Москве или в Алматы, где ты А, жил? я в Москве прожил 20 лет, а родился в Алмате. Ну вот где мотивации в Алмате, во-первых, я не знаю, сколько тебе лет, в Алмате, в Москве или в Лос-Анджелесе больше мотивации заниматься спортом, выглядеть... Мне 38 лет. Я всегда был в спорте, ну как, точнее, если разобрать мой бэкграунд, то есть я был танцором, и танцы были всегда со мной, соответственно, у меня было всегда тело. Но это не было телом какого-то джим-чувака, который ходит в зал. Мгм. Это было просто спортивно-танцевальное тело. А по приезду в Лос-Анджелес я понял, что здесь каждый, сука, второй это просто прекрасное тело, это столько работы, люди еще есть помешаны на правильном питании, вот это органик, все вот это вот очень модное, все вот это они не едят, это они не пьют, аж бесит. Вот, но, но это дорогого стоит, потому что, правда, люди стараются, это большая работа над телом, так как сам это понимаю, сам это прохожу, это постоянные взлеты и падения, срывы и так далее, но в Лос-Анджелес я никогда не видел такой мотивации в спорте. Слушай, ну нас смотрят, в общем-то, по всему миру, не побоюсь этого слова. И вот те, кто не, ну, парни, да, там, и не только, нас, кстати, очень много девочек смотрит, как выяснилось по последним эфирам. Не все живут в Лос-Анджелесе, ты понимаешь? Вот что делать, если нет такой... Лос-Анджелес, он, наверное, как-то вот тебя, ну, обязывает, как ты Ну, вот только что Лос-Анджелес, да, сказал. обязывает. он не обязывает, он мотивирует. Да, да, да. Здесь, И если ты ты можешь хочешь, быть ты кем тоже можешь. хочешь. Да, Вот ты можешь смотрите, быть кем например, я вам хочешь. приведу пример. Я занимаюсь в зале. Вот, например, если я пойду в локацию зала Глиндейл, это у нас армянский район считается, то я схожу туда в зал, то после зала я могу запросто позволить себе пойти и пожрать, например, In-N-Out или Макдональдс. Потому что психологически и ментально я такой думаю, да блин, я классный, все со мной круто. То есть ты не говоришь себе, ну такой, ты в порядке. Когда я иду на Вест Голливуд в зал, а это мекка геев, я оттуда выхожу, у меня куча Смузи. комплексов, как бы грубо говоря, я понимаю, что я не могу поесть Макдональдс, потому что, господи, ребята просто как будто они идеально настолько подходят к телу, и это очень мотивирует. Поэтому я ищу этот балансик. Я туда загляну и туда загляну, чтобы совсем не уходить в психоз. Ну вот, не знаю, в России, насколько у меня как бы, я только в США начал как-то чуть-чуть, знаешь, ходить в зал. Меня друг отвел, показал где, и, ну, как-то я начал привыкать к этому. Но в России я боялся, вообще обходил стороной. Мне Да. казалось, меня там, не знаю, убьют, прибьют, скажут, что я дрыщ, и выгонят, и вообще. Вот нет у нас такой культуры, да, по-моему? Ну вот Да Севером есть, есть. Я много раз ходил в Россию. много раз. Но имеется в виду, много раз пытался продолжать, да, как бы там не было именно постоянного. Но мне просто не нравилось это занятие. Я просто думаю, что это есть... Я был тоже танцором, и у меня было тоже много всяких разных вещей, которые я мог заниматься, как бы кардио, тренировками, и я считал, что это ну, совершенно нормально, адекватно. То есть я спортивный, зачем мне вот эти мышцы, там, знаешь, там и так далее. А здесь Знаешь, вот что именно... везде есть культ, и геи вот это все очень любят. Многие, ну не все, но многие. Вот, единственная разница, мне кажется, что в России меньше вот каких-то супер красивых накачанных, и они все с такими коронами ходят, что типа прям пиздец. А в западных странах из-за того, что многие люди занимаются спортом, красивых, накачанных,
сексуальных сильно больше, и поэтому у Ка- них прибывает немножко эту корону, и они более приземленные, адекватные. Корон на всех не хватает при этом, да. Мне кажется, сейчас еще просто такое время, что, мне кажется, даже уже в каком-нибудь, я не знаю, Гусе Хрустальном был там, кстати, 3 раза, и в Нагиле был 3 раза. В общем, уже начинается этот культ по социальным сетям, вообще по распространению информации. Мне кажется, сейчас очень много, ну, то есть, если взять мои 15 лет назад, то есть не было культа он был, но среди для бодибилдеров, для специфик каких-то Да, какого-то. да. А теперь это, в принципе, не то чтобы модно, это нужно сейчас модно быть здоровым. То есть если раньше, 10 лет назад у нас было модно бухать, курить сигареты, пробовать что-то новое, то теперь модно не курить сигареты, не пить алкоголь, не принимать наркотики и быть в хорошем теле. Прекрасный культ. И мне кажется, это сейчас везде все идет. И вот мы такие олдскульные мальчики, иногда порой, как я, например, такой, боже, какая скучная молодежь. Я понимаю, что мы развлекались по-другому. Но А это если станет культ на плюс сайз, ты будешь следовать этому культу? Я нет, потому что я всегда любил спортивное тело, я танцор, я всегда за эстетику, вот, и поэтому для кого-то эстетика плюс это хорошо. А если меня спросить вопрос, как ты относишься к размеру плюс, окей, положительно, потому что, по сути, я сам пропагандирую ам, Бодипозитив. быть позитив, быть уникальным, нет у тебя ноги, инвалид, ты азиат, с какого города, толстый, Гей. толстый. И я считаю, Да, что это круто, да. Америка за это топит, я это поддерживаю очень сильно. Вот, У нас, поэтому Если у тебя для меня встретится, я выбираю красивое тело. если у тебя на пути встретятся два парня, один очень классный, он очень тебя любит, он делает все для тебя, и вот это прям твой человек по всем пунктам, но он плюшка, например. А есть супер другой красивый, ну, обычный, типа ничего, ну, вот кроме дурачок. внешности нет, и что ты выберешь? Но он хат, да, и он такой пиздюк. Ну, смотрите, здесь Да, выбрать да, только две Да, мои хороший истории. вопрос. Вы сейчас да. спрашиваете, моя конкретная история в жизни происходит. Смотрите, я с семьи, у которой было все плохо в семье. Типичная история нашего Советского Союза, мама с папой, постоянные конфликты, вот это все истории. И моя невротическая сторона любит пиздюков, плохих парней, как называем мы их. Это из серии, вот ты не уважаешь себя, уважай себя, да он тебя не ценит. Он тебя ценит, но когда ему надо, грубо говоря. Другая сторона, правильная, так назовем ее, это где приходит хороший мальчик, он тебе говорит постоянно комплименты, он постоянно тебе написывает, он постоянно говорит, что с ним происходит. И тебе становится, сука, скучно, потому что, ну, как-то скучно. Я задаю себе вопрос, почему, блядь, тебе скучно? А потому что я не привык, чтобы у меня было все хорошо. Вот и ответ. Соответственно, если спросить мою невротическую сторону, ту, которая была, да, она была уже, то я выберу того, Пиздюка. кто пиздюк. Если спросить меня сейчас, в свои 38, на сегодняшний день, на мое состояние, я выберу плюшку. Потому что я знаю, что это дело времени, и даже в какой-то степени он для меня будет кьют. Потому что у меня был бойфренд с пузиком, и меня это безумно радовало. Мне нравилось его пузико, это было круто. Ну, вот про Поэтому менталитет ты, кстати, сказал, я переписывался с одним парнем, он живет где-то в Колумбии или Бразилии, и он прям идеальный, вот прям пиздец, вот прям точеный такой. И он там, мы переписывались, я говорю, вот, я вот не такой, он говорит, ну и плевать мне, я говорю, почему? Он говорит, ну так я делаю для себя, ну типа, я же влюбляюсь в человека, в его конечно, мозг, не знаю, какие-то качества конечно, человеческие. я, например, знаете, вот у меня вот мои друзья геи, вот мы уходим на Вест Голливуд, вот им нравятся точенные, классные, накачанные парни. Ну, возможно, да, он классный. Но мне как-то, я выберу лучше какого-нибудь дрыща, который не особо, вот, знаете, накачанный, но он какой-то такой, сука, натуральный, от него какой-то такой аутентичный вайб, что я от этого кайфую. Я вырос среди улиц, ну, грубо говоря. Мне больше натуральность, пацанская натура, и что говорят брутальный мужчина, для меня в слове брутальный мужчина, это простой. Простой, какой он есть, и он себя уважает и ценит, что он вот такой, он лидер, он знает, кто он. Неважно, животик, он худой, не худой. А когда он точеный, выточенный, это как я, закомплексованный мальчишка, который пытается себе немножко мышцами закрыть свои какие-то дыры, но и в целом, это я in general говорю, ну, то есть меньшее количество, но есть больше, которые просто любят эстетику. Поэтому для меня тело прекрасно на себе. Если я влюбляюсь, я бы не сказал, что не важно. Важно, но не совсем, когда уже идет до психоза в плане понимания тела.
Слушай, а как-то на твою личную жизнь, на реакцию парней вокруг повлияло то, когда ты начал усиленно заниматься Конечно. собой? Расскажи, Работа. как вот это было? Ты начал замечать какие-то взгляды, комплименты или что было? Знаешь, ну, мне кажется, конечно, я начал замечать, потому что люди начали смотреть, там, о, I love your muscles, там, кто-то начинает говорить, и у меня началось больше реклам, я начал сниматься для различных вот брендовых, известных американских гей-дизайнеров одежды, то есть это начались гей-прайды, где тебя выставляют как вот disability, представление инвалидов, но ты весь такой классный татуированный азиат, типа стоишь в этом белье и как бы, ну, пропагандируешь свободу. И я понял, что, конечно, тело очень многое имеет. И оно от того, что ты оно много имеет возможностей, ты тем самым в голове ставишь себе уверенность, я классный, я классный, я классный, и тем самым нарастает эта история. Но главное не перейти на период вот этого я классный до больного эгоизма. Я такой классный, я такой охуенный. Вообще это все дерьмо. Ну, у каждого свой опыт жизненный, но я, например, не об этом. Я люблю быть немножко сучкой, но это, знаешь, это больше игра. А я больше, ну, какой-то вот простой, наверное. И иногда топлю за правду, где меня воспринимают fucking rude Russian. Ну, слушай, про всех Мгм. Russian думают, что мы все рут, куда ни приедь. Но мне кажется, вот то, что ты сейчас Поначалу, зависит. поначалу, Поначалу тоже, да. Потом они пока, привыкают. они Потому не, что пока Ты они сейчас не узнают сказал, тебя, что... но это видишь, потому что ты проявил себя уже как правильный, изменил стереотип русских, ты это слышишь. Да, А есть, да, наверное, да. те, кто слышит, что плохие русские, потому что, сука, они правда бывают некоторые плохие. А они остаются такими, я согласен, да. вот ты сейчас то, что сказал по поводу того, что тебя из-за тела начали там больше куда-то звать, что-то там еще. Для меня это все звучит так, как будто у тебя были какие-то внутри комплексы, и тебе вот это помогает побороть, там, какую-то придать уверенность и так далее. Потому что то русло, которое ты говоришь, окей, оно логично. Но если мы будем говорить, допустим, там чувак хочет стать программистом, ему это тело вот как вот, например, вообще никак не поможет никакие двери пробить. Ну, Или смотри, другие смотри, какие-то если он, например, любит, вот смотри, прикинь, программист, да, если он выбирает, например, парадигму жизни, я контент и буду снимать, я такой программист с охуенным телом, у него сразу несколько миллионов людей будет подписчиков, потому что программистов много, но если он выбирает оставаться в тени серым кардиналом, и ему приятно свое же тело, но он же также заходит на какие-то сайты, он же также ищет где-то приколюхи, друзей, а когда идет программист, даже самый нерд, вот в таких вот очках ни на кого не смотрит, у него пиздатое тело, на него смотрят, сука, все. Потому что хочется сказать, ебать там дисциплины. Это дисциплина. В первую очередь тело, это, сука, дисциплина. Это тяжело. И не каждому легко. Понятно, что сказать, можно сказать, что нахер мне это тело нужно. Попробуй достичь, а потом скажи. Потому что это огромная работа. Потому что я был плюс 10, я знаю, каково быть для меня полным. И от этого и энергетически мне тяжело, и от влияния, что обо мне подумают. Если ты уже в плюсе, так скажем, в размерах, так прими это и транслируй это, и говори I'm okay. Но если ты говоришь I'm okay, но ведешься на чужое мнение, ну ты же себя ранишь, ну грубо говоря. Поэтому, не знаю, такая история о теле. Тело – это все-таки здоровье. Здесь вопрос к Стасу. Ты в плюсе, и ты окей, и ты это транслируешь? У Или меня вообще все супер. И ты знаешь, А что от тебя? Что значит вот так? Вот он говорит. Про что вы имеете в виду? ну, что типа я Но плюс сайз условно, и типа, и что мне с этим живется супер. И я то, что транслирую такую вот какую-то позицию, что у меня все супер. Я очень часто там, не знаю, трахаюсь с накачанными чуваками, и их все устраивает, и меня тем более это Красавчик. все устраивает. Окей. Я не знаю, я себя комфортно чувствую, какие-то комментарии мне иногда пишут, думаю, мне вообще похуй. Ого. Как бы, ну, вот но такая у тебя было такое, что ты загонялся по поводу своего тела? Понятно, что ты потом это осознал, что тебя любят и таким. Ну, было же в начале, когда ты не принимал себя. Слушай, ну я думаю, если бы я не принимал, я бы уже сидел бы в этом зале и качался бы с утра до вечера. Ну, типа, из-за того, что у меня никогда не было какого-то дефицита внимания в мой адрес, потому что, знаешь, вот у меня есть там друг, мой лучший, он прям все, вот он считает, что вот если он не будет выглядеть пиздец, блядь, как модель, то все, он никого никогда себе не найдет. И он там что только с собой не делает, и он привел себя в идеальный вид. У меня, блядь, свидание за свиданием, секс за сексом, Слушай, он сидит один, как сидел, так и сидит. У него в голове Извини. есть свои какие-то блоки там и так далее. И потом он Да, такой да. говорит, «Не понимаю, ну почему на тебя все клюют? А мы с ним потом дружили, и в какой-то момент он говорит, я понял, ты типа э, там смешной какой-то, там обаятельный, там вот это все, другими просто какими-то принятие. способами.
и Да, все. да. То есть в тебе И есть в этот момент это изюминка, понимаешь? и Да. сейчас, когда я получаю вот такие вот письма от подписчиков, которые чувствовали себя всю жизнь неуверенно, сидели в комплексах, там, девственниками до 25 лет, там, знаете, сидели, и смотря на меня, они вот это как-то впитывают, потом идут и раскрываются, ну, думаю, наверное, такова миссия у меня. Круто. Да. Просто, видишь, разница это то, что ты в принятии себя полным, и ты любишь себя таким, какой ты есть. А у него непринятие будет от того, что он сделал классный Да. контент, так и будет в этом непринятии. Да, он сам по себе пресный, понимаешь, поэтому он хочет хоть как-то привлечь к себе внимание своим телом, скорее всего, то есть он это Дай осознает. бог у него все сложится, а у него все сложится. Не, Вот, у просто него вообще все время супер, он жизни. вообще не пресный, просто у него комплекс именно в личных отношениях, вот именно в контакте с парнями. Все остальное там все прекрасно, ну вот За- именно. Окей. Зови его в гей-чат, мы ему тут устроим этот самый разбор, так сказать. Разбор полета. Да. Слушай, Дима, а у меня Но вот вопрос долго у меня лично по жизни в голове крутился. Я себе говорил о том, что, ну, я бы занимался своим телом, если бы мое тело приносило мне деньги, да, если бы я был там порноактером там или Подожди, а я танцор. перебью, а если тебе тело приносит здоровье? Причем здесь деньги? Вот просто тебе, Вот это не очень как-то срастается в голове. ты имеешь в виду, ты не можешь поверить этому, что здоровое тело равно здоровье или И что? не так мотивирует. Не так мотивирует, да. А, мотивация тебе вот Ну, такая. конечно. Хорошо, а если бы тебе сказали, например, то есть не приносит деньги, тогда, соответственно, тебе не нужно. А чем ты занимаешься вот по жизни, если не секрет? В Я, плане заработка, да. смотрите, я делаю real estate, мы делаем флипы, мы покупаем дома, делаем ремонт, продаем флипы. Я работаю моделью, в которой представляет людей с инвалидами. Вот, я делаю социальные сети, я работаю в компании Infinity Flow от government, организатором людей с ограниченными возможностями. А что-нибудь связанное с сексом у тебя в жизни было? Я имею в виду OnlyFans. OnlyFans я пробовал, заработал пару денег, но создавать контент не было впадлу. Контента дофига личного, вот, но готов ли я транслировать порно, не знаю, потому что не знаю, как это свяжется с моей дальнейшей карьерой, хотя мои порно уже и были, мы с одним чуваком, итальянцем, делали эту историю, и он загрузился куда-то на канал, и потом мне писали: Димас, я тебя видел. Я говорю: да. Он говорит: ну, видели одного азиата одноногого в порне? Я говорю: понятно, да, это был я. Ну, как сказали? Ну, сказали, классно. Я говорю: ну, круто. Вот. Можно мы это в заголовок? Встреча с одноногим азиатом. 100% там такая, типа, шпилю там одноногого азиата. Там. Ну, какая история. До меня вообще, в принципе, никогда это не обижает. Я уверенный в себе в плане того, что чувак, ну, в плане того, стал наконец-таки. Все, что мое, оно мое, и имея весь мой плохой бэкграунд, наркотики, секс, рок-н-ролл, никогда этого не отрицал. Все это было. И вообще, это мои корни. Эскорт бывал в жизни? Был один раз, это я тоже рассказывал даже сейчас в своей книге, и то это было как? У меня с деньгами всегда все окей, и я подумал, зачем мне эскорт, если мне, по сути, ну, деньги не главная цель. А мне, знаете, что завело? Меня завело того, что вот это такой, бля, ебать, хат. Фуф! Типа вот Или так это вот. такая игрушка, которую сняли, Понимаешь, то есть я из серии бесплатная давалка, ну, типа, грубо говоря, но по не эмоциям, бесплатно. потому что я хочу. И тут я решил попробовать не бесплатность, понимаешь, вот в чем дело. И я это официально сказал, я и, хочу это сделать. и Ну и как? то, и пришел на встречу, мы нюхали кокс, мы пили еще алкоголь, потому что я понимал, что мне нужно быть хай. Я волновался жестко, и в итоге мы с ним просто начали пиздеть о жизни, тому подобное, и мы что-то начали делать, и до конца не дошло, потому что я просто ничего не ощущал. Ну, то есть я не ощущал возбужденность, может быть, это было от наркотиков, может быть, ну, слава богу, это было так. Я Ну, подумал, звучит, ты прям знаешь, как сразу как профессионал. У них же цель оплачен час, 55 минут запиздеть надо, и 5 минут я не по-быстрому. говорю, мы долго пиздели, мы полночи пиздели, нюхали кокаин. Нету под кокаином понюхал, если ты не нюхал никогда, ты знаешь, что это будет длиться долго. Мы пиздели всю ночь, и потом под утро там что-то началось, и я понял, что не работает эта система. Поэтому не знаю, что пугало. Эффект того, что, причем дядька неплохой, напугал, не пойму, либо это был страх, либо это были наркотики, либо ситуация в голове на подсознании. Но проводить это еще раз эксперимент нет желания, потому что, наверное, в этом не нуждаюсь. Вот. А у меня есть порноактриса, моя любимая подруга Саша Биард. Она анальная шлюха, ну, порноактриса. Она очень известная в Америке. Обожаю ее, обожаю ее образ жизни. И говорю, что ты так классно, говорю, рассказываешь тебе это, что хочется так же как будто жить. Вот правда, вот искренне где-то там в глубине души. Но ты понимаешь, что по твоей натуре
у тебя по-другому чуть-чуть все. А ее слушаешь, как вот правда ты смотришь порно-кино. И это великая женщина просто с огромной глубиной во всех этого плана. И обожаю с ней общаться. Это прекрасная мадама. Слушай, расскажи про книгу. Что за книга, на каком языке? Про свою. Книга на 2 языках, она где-то будет через 2 месяца. Книга называется «Несломленный», «Unbroken». Это полностью о моем бэкграунде. У меня очень сильный бэкграунд детства. Тяжелое детство из Казахстана, Туршипского района. Это гетто Алматы, где я прошел огонь и медные трубы, и смерть родственников и так далее. В общем, книга будет полностью о бэкграунде, о иммиграции, о моем духовном мире, о секс, наркотиках, рок-н-ролл, как я был на наркотиках много, я был зависим, алкогольная зависимость, куча много всего, все в комплексе, сексуальная зависимость, очень было много всего, и теперь, когда вот я вот такой вот оголенный перед всей публикой, я говорю, да, это весь мой бэкграунд, мне ни за что не Вау. стыдно, я в На русском и на английском, да, языке и будет? на русском, и на английском, да. Слушай, а кстати, у меня такая закономерность, мне кажется, у меня все больше становится друзей, кто отказался от алкоголя, от наркотиков, да, то есть они там собор уже, не знаю, 5-10 лет и больше. И вот эти ребята чаще приходят к здоровому образу жизни, ну, то есть в том числе и спорт, они начинают заниматься, ходить в зал гораздо больше, чем те, кто по-прежнему пьет и употребляет Они какие-то... очень многое прошли, потому что даже вот эта Саша Биар, она 3 года как собор, потому что она сидела 12 лет на кокаине. У меня, к счастью, я не сидел ни на чем. Я просто делал поскольку. Приходишь в клуб, мы делаем. Ни в клуб не идешь, не делаешь. То есть вот я был вот таким. У меня нет зависимости, то, слава богу. И до сих пор мы продолжаем и бухать, и что-то там делать. Иногда порой это бывает. Я не скажу, что я собор completely. Нет. Я просто знаю, как это было до, так не хочется, и как я сейчас уже позволяю себе раз в 2 месяца потусоваться, алкоголь 2-3 стаканчика выпить. Для меня это окей, я не ухожу. А вот у ребят есть, кто жестко торчал, они, кто вот на собор сидят, они все приходят, они, во-первых, все приходят к Богу, большинство из них, и они приходят к тому, что они прям очень собор. Но есть у людей, я смотрю просто по статистике, очень такой judgmental, они осуждают людей, которые до сих пор еще тусуются, потому что они еще до сих пор сами не прочистились. Ну, грубо говоря, нас завидуют в глубине души, потому что люди торчат. Я говорю, какая тебе разница, если они торчат? Не общайся с ними. Ну, я и не собираюсь с ними общаться, но вот они в клубах, например, все ходят, торчки ебаные, и так говорят. Я говорю, зачем так оскорблять людей? У каждого свой выбор. Ты такой же был торчок ебаный когда-то. Каждый проходит свой опыт, время, каждому нужно, ну, блядь, какое-то времечко. Ну да, Поэтому им, да, они все приходят к образу жизни хорошему, и молодцы, это они прям хлопать им нужно, у них очень большая сила воли. Слушай, я хочу спросить про генетику. Я, когда сам себя всячески тянул за разные веревочки, затягивал сам себя в спортзал, работал, так сказать, над своей головой в первую очередь, чтобы как-то все-таки к этому приучиться и чтобы мне этот процесс начал нравиться. Я думал о генетике, что, например, ну, такую задницу, как вот у какого-нибудь черного там афроамериканца, да, ну, типа, наверное, я не накачаю. Или там такие сиськи, как у какого-нибудь там колумбийца, наверное, нет. Вот что ты можешь сказать про генетику? Потому что, наверное, если какой-нибудь обычный русский парень будет смотреть на какого-то черного парня, накачанного, типа, я хочу так же, ну, наверное, это невозможно. Ведь так это, как ты считаешь? Это так, ну то есть по генетике ты не сможешь накачать ее жопу, как у темных людей, вот, но накачать ты ее сможешь. То есть, например, возьмем пример грубый на мне. У меня мой первый официальный бойфренд, с кем я сказал, сделал камин-аут, это было 4,5 года назад, его звали Хосве Кафреси, вот, и мы с ним до сих пор помню его красивое это произношение Хосве Кафреси, и у нас с ним была безумная токсичная любовь, и у меня в тот момент, я азиат, у меня как бы танцевальная моя жопа имеется, ну, сказать, что прям формы какие-то определенные. Ну, нет, обычная, блядь, жопа. Это что звучит? Короче, а он был с ума сходил по большим задницам. То есть он прям фанат, он прям фэн of the big fucking ass. И куда мы там не идем, в зал, либо... А он прям гей с самого рождения, с Бруклина, такой bad boy, и он куда ни зайди, он постоянно посмотрит парня на его задницу. И я ловил это взглядом, соответственно, у меня были свои проработки, мне там, блядь, плохо становилось, но это отдельная история. Я построил себе комплекс, что у меня нет задниц. К твоему вопросу возвращаясь, мы когда с ним расстались, я сказал, окей.
теперь я себе накачаю охуенную задницу и смотри, кого ты потерял. Мне это помогло, мотивация. И я накачал себе жопу настоящим путем, ничего не делал. Ходил в зал, у меня куча есть видео на ютубе, как я делаю задницу упражнения, то есть на одной ноге, я очень много весов поднимал, работал, еда, питание, все. И когда я стал лицом Эндрю Кристиан и Марко в нижнем белье, и моя задница была на веб-сайте, я сказал, я сделал это. И мне мой бывший написал, your ass looks like bigger. И я так просто улыбнулся и написал thank you. Поэтому к вопросу, можно сделать больше задницу, но я не смогу ее сделать прям огромную. Она нарастет, мышца нарастет по твоей форме, но сделать можно. Есть такое, что есть как бы слабые стороны, есть сильные стороны. То есть у кого-то растет, не знаю, там ноги и задница быстрее, у кого-то грудь, у кого-то, может быть, плечи. Дима, ты не согласен? Согласен. Дима не согласен. Ну, расскажи, какой у тебя опыт, как тебе кажется? Ну, не, но мне кажется, все растет одновременно, в зависимости от того, как ты это все делаешь, на самом-то деле. Есть куча. Я на самом деле, не знаю, говорил, нет, я 6 лет проработал в фитнес-клубе, правда, я работал маркетологом, но я про мир фитнеса знаю очень много всего, потому что 6 лет там проторчал. И то, вот как вот сейчас Дима сказал, как качаешься, так и накачается, потому что там есть, у нас там были группа друзей, таких качков, которые постоянно ходят и вот качают руки и плечи. И они сверху вот такие, а ножки как палочки вот такие. И поэтому Не, все растет на самом деле, если ты делаешь правильно. Да. Ну, у тебя какой, Дима, опыт? Все ты делаешь правильно. У тебя есть свой собственный опыт, когда ты все качал, все росло, и ты Ты модель? про меня говоришь? Да, конечно. Ну, я все качал, все росло. У Да? меня все равномерно, но я делаю комплексно. У меня вот эти дни руки, жопа, ноги, оно у меня как бы я его не практикую в основном я как бы делаю на все тело. То есть я прихожу немножко ноги, немножко там спину, немножко грудь там и так далее. И у Это меня очень просто по круто. То есть ты чуть-чуть. больше про внутренние вот эти мышцы, растянуть, потянуть. Да, Это офигенно. да, У меня, да. например, с этим проблемки, потому что это тяжело. Во-первых, это другая физионагрузка. Это не просто целенаправленно качаешь. То есть у него, например, прокачанные зато мышцы и вся внутренняя система, а не верхняя. Вот. А у меня, например, внутренняя страдает, потому что я вот сижу, у меня грыжа. От чего грыжа? От того, что, сука, я не тяну тело. Вот и все. Слушайте, но у меня такой вопрос, наверное, ко всем. Мне кажется, что в отношениях, вот когда ты находишься в отношениях, ты больше начинаешь забивать на свой внешний вид, потому что, ну, вроде вот я в отношениях, как бы, что стараться? Сидите дома, на диване, кушаете там что-то, смотрите какие-то фильмы и как бы вот. Но когда ты сингл, вот, без отношений, то мотивация, да, ты ходишь на тусовки, на секс-вечеринки и так далее, у тебя больше мотивации заниматься в зале. Как у вас? я думаю, это Я вот с кем ты встречаешься. Если ты будешь встречаться вот как вот с Димой из Лос-Анджелеса, он там будет ходить, вот это все есть, но придется есть вот эту правильную еду вместе с ним, скорее всего, какую-то такую историю. А если встречаться со мной, ну, может, Удачи! Да не, вы думаете, я не я бывает так жру, нормально, это нормальная история, просто можно балансировать. Например, вот эти 2 недели я балансирую, а так мне только еда, жареную какую-нибудь картошку с хлебом туда, я люблю все жирное, я обожаю жирную плохую еду, поэтому это не про меня, это Дима сейчас такой, типа, сидит в Лос-Анджелесе, типа, хелси, нихуя не хелси, жру все подряд, просто Не, я ну, я про то, что мотивация, как бы, вот просто Дима, например, в отношениях давай. много лет, да, вот расскажи. Я расскажу тебе про свои отношения. Вот, соответственно, когда я сам только вначале встретился с Васей, он был в теле. Я был стройненький, худенький мальчик. Я его похудел. Вот. Прошло, скажем так, мы переехали в Америку, изменилась жизнь и так далее. То есть мы немножко, скажем так, поправились. И я, глядя на него, я смотрел, думаю, да, он как бы толстенький, не такой, как он был ранее, но я продолжаю его любить. Но сам факт того, что как бы ты забиваешься себя, это неправда, потому что как бы все равно ты смотришь на себя в зеркало, и ты сам себя видишь, и хочешь себя видеть более красивым, чем с пузиком. Поэтому дело здесь, мне кажется, не в том, что ты хочешь найти. Просто, понимаешь, цели у всех разные. То есть вот как у того мальчика. То есть он хочет найти парня, и он качается, либо ты делаешь для себя, потому что тебе это нравится.
А я встречаюсь с И черным, мне ему нравится так вот, как я. Ага. наша мотивация, нам просто повезло, что мы вдвоем как бы захотели изменить себя к лучшему, и мы вдвоем пошли в спортзал. А сколько вы лет И вместе? даже 16 лет. Вау! Thank you. That's И, crazy. соответственно, и я добавлю, вот когда мы идем, допустим, на тусовки на тот же самый пляж, как бы никто не знает, в отношениях я или нет. Как бы я получаю комплименты к себе, как бы человек не знает, с кем я нахожусь, но он видит, какой я есть, и мне это нормально, мне это комфортно. Красавчик. Ну, спасибо. Ну, смотрите, я хочу рассказать, как у меня это было. Я искал длительные отношения, настоящие реальные отношения очень долго. В связи с этим переехал в США и нашел эти отношения. У меня они здесь были почти 6 лет. И я за эти 6 лет отношений, я реально набрал вес. Ну, может, не так прямо много, но я прям был побольше. Вот, и выглядел, ну, не так. Меня реально даже люди некоторые не узнавали. Вот я был в А Майами, можно типа. вопрос? Вот ты в этих отношениях, когда ты набрал, были ли какие-то такие камни потайные, когда ты это, может быть, где-то заедал какие-то эмоции, грубо говоря, у вас Там, скорее всего. конфликты были у вас, либо недодоверие какое-то, недосекс. Были какие-то моменты, наверное, которые ты зажирал и тем самым поглощал свои эмоции? Как мне кажется, что из-за того, что было слишком много ревности со стороны моего бойфренда, то Ну вот. ему было на руку, что я выгляжу так. Ну вот. Понимаете, да? Что на меня, ну, хоть чуть-чуть поменьше людей То обращает есть, внимание. ответ, значит, соответственно, ты можешь набирать вес только в токсичных отношениях. Типа того. Ну, давай. Потому что когда я был в отношениях с накачанным парнем, но у нас отношения были открытые, полиаморные, у него было 3 бойфренда, у меня было два бойфренда, то, конечно, это большое зеркало, которое стояло у него дома, оно для каждого из нас было, ну, большое. Дима, первый раз на гесете. Да, у нас Не, я тут... как бы много историй слышал, я просто, знаешь, я импрессив за каждую левел отношений, потому что я говорю, вау, так надо же уметь так, это же сколько же позволения и себе, и отпусканий, и ревностных моментов, это, сука, дорогого стоит. Я иногда говорю, просто long story short, опять перейдем ко мне. Вот у меня история такая. У меня просто в жизни были одни отношения в 33 года с Хосе Кафрейс. Никогда больше у меня не было отношений. У меня было 6 месяцев отношений за все мои 38 лет. 30 лет я скрывался, что я гей, тайно трахался с нашими чуваками. Ну, то есть не мог открыться, отношений не знаю. И я, когда сейчас узнаю весь этот мир, не назову его гейский, мир отношений я его назову. Для меня это прям вау. И мне когда говорят 16 лет вместе, я говорю, ебать, вау. Потому что ты мне говоришь, вот там муж, я говорю, ебануться, это же охуеть. Это, ну, прямо, это аплодисменты стоя, потому что это, сука, опыт. Даже с другой национальностью встречаться, это с аплодисментов, это сколько принятия, сколько позволения, сколько недопонимания, прийти к одному и тому же, блядь, это работа. И я после 6 месяцев с Хосвей, когда эти нахуй все тараканы полезли, и стал полный пиздец, и я охуел и падал в обморок дома, один здоровый пацан от переизбытка эмоций. Я просто падал в обморок, потому что, ну, у меня детство больное, понятно, детские травмы, ребенок, бла-бла-бла. Но в моменте, вот с чуваком, я понимаю, сука, это сложно. Он хочет free open relationship, а я, сука, это мои первые отношения. Какой нахуй? Ты мой единственный до гроба. Какие нахуй другие парни? Ну, то есть из меня полезло. И когда люди говорят, Да. там, бойфренда, я думаю, вау, какая полигамия, какое позволение. Это круто. Ты придешь к этому, если... Вот мне тоже говорят, если все придут к тому, что вот я вот буду такой old school, этот старый пердун, я иногда думаю, Дима, знаешь, Ты найдешь своего, кому это нравится, команду. Нет, на ну, На самом каждого деле товара найдется свой покупатель. многие любят ходить гулять, но все равно в душе все хотят классических отношений. ну Я вот в я с этом тобой согласен, вот я с тобой, вот да, вот жми петулю, мы вот из этих парней, которые вот, мы, знаешь, мы вроде, я говорю, я как моногамная шлюха, я хочу, бля, ебать, но когда я в отношениях, мне хочется вот это Вот, мы классическое. уже на предыдущих выпусках решили, что мне нужны либо классические отношения, либо отношения с куколдом, который мне будет разрешать, блядь, сам будет Вот, сидеть это и меня тоже моя ждать дома. история, походу. Во-во-во, мы с тобой из этой категории. Приветики. Будьте здоровы, блядь. Вот это я. Это, знаешь, у нас вот сидят тут двое с экспириенсом, они прямо гуру, у них опыт. И мы с тобой типа, куда пошел, блядь? Нет, мы только вдвоем. Я могу, когда с ним договоримся, ну, грубо говоря.
Поэтому, да, прикольно. Ну и, так сказать, в продолжение мотивации, когда я расстался и с этим бойфрендом, да, и вот на данный момент я уже сингл, сейчас мотивация даже стала еще больше заниматься в зале, потому что, ну, в моем конкретном случае, когда я хожу на разные вечеринки или там секс какие-то мероприятия, то вот у меня реально мотивация, у меня там, не знаю, я знаю, что будет какая-то вечеринка, там, не знаю, в пятницу, да, я иду во вторник, я иду в среду, я иду в четверг, и я думаю о том, как эта пятница пройдет, понимаешь? Если бы этого не было, то я, может быть, ну, не пошел бы так поздно в джим, а остался бы дома, Ну смотри, понимаешь? вопрос тебе тогда такой психологический. Вот ты говоришь, я иду, я просто люблю с этой темой заниматься, много книг читаю про эту тему. Смотри, ты говоришь, я иду в секс-клубы для того, чтобы получить, что ты идешь получить? Эмоции, где ты будешь выражать себя, и люди видят твое вот это вау. А если к тебе в жизни придет человек, который тебе, вот он тебе будет говорить вау, вот по-другому, не то чтобы вау, так слащаво, а ты будешь получать это, тебе это хватит? Или, например, ты, скажем, окей. А ты занимался когда-то чем-нибудь с артом? Танцор, певец, что-то вот это? Сцена. Танцор, Вот сцена. певец, на сцене с А детства, ты да. иногда не думаешь, что тебе просто не хватает вот этой сцены? Вот я иногда думаю, Не что вот хватает. А почему это ты думаешь, мы здесь вот это вот все делаем, вот. И да? поэтому эти секс-вечеринки и красивое тело, где тебе надо показать свое новое шоу, грубо говоря, ты приходишь туда за аплодисментами к зрителю, грубо говоря, через телесный контакт. Вот, и тем самым, а если мы еще дополняем это допингами какими-то, соответственно, мы украшаем картинку декорациями и вот варимся вот в этих вот постоянных эмоциях. Они прикольные, они охуенные. В моменте ты просто думаешь, блин, круто. Но вот задаешь ли ты себе, например, вопрос, интервью у тебя, задаешь ли ты себе вопрос, а я поистине счастлив? Я очень счастлив. Круто, это самое круто, это самое У главное. меня Самое главное. дополненный вопрос. Да-да-да, давай, Опустошение когда-нибудь чувствуешь после таких вот чувствую, марафонов? Во, чувствую, хороший вопрос. чувствую, да. Опустошение, А что ты чего? Как имеешь в можно виду? быть Да, счастливым и чего? опустошенным одновременно? О, молодец. Может быть, уставшим? Вы молодцы, вы, блядь. Может быть уставшим, говорит. Класс. Нет, я просто почему спросил, у меня бывало такое, что я в моменте там супер какой-нибудь перевозбужденный, думаю, боже, я вот хочу прям какой-нибудь трэша. И едешь на какую-нибудь групповуху, оттягиваешься по полной, хотя я ни разу в жизни не употреблял наркотики и не курил даже Молодец. травку. Вот здесь тоже похлопать можно. Выпить я могу и люблю, как бы, ну, не в смысле, что я прям Молодец, забыл, молодец. но Но не иногда пробуй. хочется с друзьями выпить. Так вот, и иногда я потом вот это все сделаю, потом выхожу и сижу в машине. То есть я же типа не употребляю, я могу приехать, покуролесить 5 часов, Да, еще и история. требует, сесть Да. потом в машину и ехать. И я сажусь в машину и думаю, нахуй мне вот это надо, блядь. И я вот сижу и думаю, вот зачем я потратил на это время, зачем, чтобы, ну вот. И я вот прям сижу и прямо А хочется я... поехать домой и помыться сразу. Но я вот к этому так себе говорю. Иногда, ну, как своих демонов не выгуливать? Ну, блядь, они у всех у нас есть. Ну, хочется мне, блядь, 2-3 хуя. Мне хочется, да? Что я могу с этим поделать? Я выпускаю своих демонов. Им есть место быть. Но потом, когда я прихожу к себе, я понимаю, что это разовая акция. Мне хотелось, я помылся, а теперь что я хочу? Я хочу легкость и свободу. Поэтому классный был вопрос. Я говорю, ты счастлив? Ты говоришь, да. Он говорит, опустошенным себя чувствуешь? Ты говоришь, да. И хороший вопрос был следом. А как можно быть счастливым и опустошенным? Вот, пока вы говорили, у А ты меня скажи, созрел... а это уже вопрос к вам. И нам. А нет, у меня созрел ответ, пока вы это говорили. Я нашел применение всему этому секс-драйву, который просто присутствует в огромном количестве, и куда это применить? Сделать свое хобби профессиональной деятельностью. Порноиндустрия. Ты делаешь порноиндустрию, ты делаешь порно? Скоро начну. Красавчик, вообще. ты Пока он только это это тренируется. Ну да, а что добру пропадать? Во-первых, и кайфуешь, и деньги делаешь. Как ты сказал, зачем мне хорошее тело, если оно мне не приносит деньги? А теперь у тебя, получается, есть действие, которое ты делаешь, и тебе приносит деньги. Заебись, комбо, джекпот. Класс. Я и со своим телом OnlyFans прекрасно веду. Так, Всё нормально. короче, мне надо больше, типа, еще раз мне знаки приходят. Дима, веди свой сокол OnlyFans, блядь. Что? Сейчас было что-то важное. Я говорю, Дима, веди себе, говорю, OnlyFans. Ну, постоянно себе говорю, с людьми общаюсь, люди, а я не делаю. Я это загрузил последний раз. Просто загружаю фотографии, я на него не отдаю время.
есть там надо снять контент, придумать идею. Мне прям впадло, типа, знаешь. У меня Ну, с вопрос точки з- возник согласно теме нашей сегодняшней заявленной. Как вы думаете, кому важнее иметь хорошее тело активом или пассивом? О, хороший вопрос. Классный вопрос, да? Очень хороший вопрос. Мне кажется, что пассивом. Ну, или, по крайней мере, пассивы Я чаще 100% занимаются своим уверен, что делом. пассивом. Для меня активом. Я бы сказал, что Хорошо, для а меня если вообще будет не... такой Я бы актив сказал, с что для меня вообще не пузиком, важно. а если На будет самом актив с деле, пузиком, но с шикарнейшим членом, просто Берем. И пузо, и член. Опять, вот опять же, все главное, in general, да, зависит. Бывает, например, знаешь, и член не очень большой, но и выглядит он не, но какой-то он классный, чем какой-то там с пузиком, с огромным членом. Опять же, все это такое, мы же знаем, что это такое все на доле нравится, не нравится, хат, не хат. Если Ну, только это просто член там закрыт если голый активу пол, тогда повезло с окей. членом, то ему несколько проще живется в этой жизни. Вот мне Есть тоже так кажется. Вот я здесь со Стасом соглашусь. У меня тут был этот вопрос, крутился в том плане, да, что если у парня такой член, такой, как у Димы, то можно и в зал не ходить. ну, и я подтверждаю. У На Димы из самом Майами, деле, потому что Дима из Лос-Анджелеса я не видел, не подписан. Я мне Дима, кстати, показал после прошлого Ой, выпуска. еще бы. Я согласен. Я бы, знаете, что сказал? Что этот фактор играет только в гей-кругах, грубо говоря, когда ты думаешь о каком-то по приблуде. сексу. По приблудству. Да. А если, например, член большой, я его не знаю, in general, мы пришли на вечеринку на барбекю, да, он большой член, я которого не вижу, он со мной общается, а персоналити у него 0, я же на него не посмотрю, ну, то есть, соответственно. И даже когда он мне скажет, смотри, какой у меня хуй, не, ну, если я буду бухой, мы подумаем, но in general, я же все равно буду думать, что он долбоеб. Не, ну сейчас мы говорим просто, понимаешь, мы же говорим про порно и про Про тело. порно, Да нет, не простите, про вообще, да нет, да мне, подожди. Не-не-не. Про давайте, жизнь, про жизнь. Нет, ребята, мы начали с порно. Важно Не, ну тело хорошо, в это, если ты и вы зашел в начали... Тиндер и хочешь с кем-то поебаться, вот критерий, Он тебе типа, присылает фото члена, и ты такой, блин, все беру, пофиг, какое у него тело. Но для меня, допустим, важно лицо не очень и важно. жопа. А для меня очень важно худощавое тело и лицо. Ну вот. То есть я фанат, правда, я уже Твинки получается или я не кто? люблю качков вообще. Мне А лучше, мне нравятся мальчики маленькие, я не могу. вот Прям видишь, у такие. всех по-разненькому. Мне нравятся худощавые, высокие, вот типа, тебе знаешь. надо было на вечеринке к Педиди ходить тогда. Я бы, кстати, с радостью сгонял бы, если позвали. Я вот хочу записать видео на эту тему, потому что у меня абсолютно другое мнение, а не такое, которое сейчас Давай, везде чувак, это будет популярно. круто, мне кажется. Да, сделай вообще про тебя другой, скажи, блядь, там можно сходить оторваться, охуенно погулять. Бомба. Только черных, это ж вообще мечта Ты просто. по черненьким же у нас. Я Вот. забыл. А у меня вообще категорически, ну ничего, что я не расист. Мне многие говорят в Лос-Анджелесе, что я расист, и даже на сайтах пишут, are you fucking racist? Я говорю, it's not fucking racist, it's my preference. То есть я с черным Да. не сплю от слова совсем, вообще. Пробовал 3 раза, не моя история, не знаю, не заходит мне. Очень много красивых черных в Лос-Анджелесе, которые мне написывают после там, прям пишут, красивый, блядь. И губы, и, блядь, и кожа, и он весь такой. Но для меня они такие ниндзя-черепашки, я не могу. Ну, то есть я не могу, они такие для меня классные, просто с ними дружить, мне с ними комфортно. Они очень гладкие для меня. А я люблю чуть-чуть поволосатее мужчин, я люблю Middle Eastern, вот таких, знаешь, вот У вас таких много в бандюганов LA. таких, знаешь, вот эта история. Либо, наоборот, это беленький, но он такой вот, тут беленький, латинос и вот израильтосы – это моя слабость. Черненькие азиаты – мимо. Прикольно, когда азиату говорят, что он расист. Вообще, да, казалось Да, бы, понимаешь, как-то все да. наоборот. Ну, раз Это мы очень пошли по интересно. стереотипам, тогда такое, давай, это не про тебя и не от меня, а вот Это есть вообще просто, нормально. все знают, качки тупые, вот что ты скажешь на эту тему? 100%, блядь, 100%. Неправда. Ну, хорошо, ты по мне можешь сказать, ты можешь по мне сказать, что я качок? Да. Я Ну, я тупой? посмотрел твой Инстаграм, ну ближе к Хорошо, нему. я тупой? И у меня Нет. было изначально, до того, как мы созвонились, настрой был такой, если честно. Красавчик. Надо было топить за это, знаешь, надо было стебать меня, короче. Ну, видишь, как классно, что первоначально мы все вызываем какую-то определенную, да, историю, а потом, когда уже знаем, думаем вот так. А мне интересно, а что ты по Инстаграму понял, вот по-моему? Вот мне просто интересно. Я нет, ну, я в смысле, мне просто Олег кидает, что типа у нас будет... Ты подумал, например, ой, блядь, Я говорю, скинь ссылку. Нет, пиво на мне... ебан.
Да нет, на самом деле Дима какой-то спортивный, я просто знаю одного Диму, и поэтому мне было интересно, ты не ты, я не с целью там тебя А не, оценить, мне вообще, меня я даже... просто но у меня есть, я недавно написал у себя в Телеграме пост про то, что все качки, они все одинаковые, все тупые, и там такого хейта словил, просто там Не, на дебаты самом деле, целые это да, это были. такой, знаешь, момент. Во-первых, спасибо, что считаете меня качком. Вот, и то, что тупым, тоже меня это даже льстит. Я не Поэтому, сказал, что ты тупой. не, я так нет, ты мне лично не говорил, да. Я имею в виду, что стереотип качки тупые, я могу сказать, что, ну, на вечеринках, например, когда ко мне подходит чувак, он качок, у меня автоматически идет типа отрицание, потому что я просто не люблю качков. А потом я говорю себе, Дима, подожди, это стереотип, давай пообщаемся. Мы начинаем общаться, и там полный пиздец бывает, а бывает прям вау, ну то есть типа вау. И его качок уже этот как будто уходит, и ты такой думаешь, бля, прикольно, ебать. Ну, то есть он прям какие-то вечер. А есть прям вот очень много, почему я не общаюсь в гей-комьюнити Лос-Анджелеса именно с американцами. Мне говорят, как это у тебя не то русский? Я говорю, у меня есть только один друг гей, он в Лос-Анджелесе, и он тоже из Казахстана. Ну, в плане, он говорит по-русски. Мы с ним все, вот две сошлись, Тамара, блин, с этой, и все, и нам классно. Мы только друг друга понимаем, это охуенно, когда у тебя есть друг гей, ты расскажешь ему как все, он знает о тебе все. То есть это охуенно. Но я когда смотрю на лос-анджелесских геев, они до костей живут гейскими штуками. Я в жизни не живу гейскими темами, я не смотрю Рупол каждый день, я не знаю, кто там, какая трансдива выстрельнула. Я, блядь, в душе не ебу. Я вот в моменте отдыхаю, я вот гей. Выхожу как будто оттуда, я живу геем в мире обычных людей. И мне прикольно этот мир. А они прям вот У меня все. 100% точно такой же взгляд на жизнь, я Ну да, ненавижу а они прям вот гейство. очень много. И когда вот этот качок вот в этом мире, блядь, это так крипи смотрится даже, это так... Почему все качки кучкуются? Это классный А вопрос. почему все бородачи кучкуются? Бородачи тоже, все с бородами, с бородами, блядь. Стоишь на танцполе, Даже бородатый. мы, посмотри, и Стас, и я, и Дима. Да, Я тоже. бородатые, они все бородатыми. Знаешь, азиаты всегда тоже на танцполе азиатами. Это как Вообще, коммунизм. без футболок и это Футбол. самое, И нужно всегда с левой поближе друг к стороны. другу И всегда с левой тереться. стороны почему-то. Я всегда говорю, почему во всех клубах, гей-клубах азиаты с левой стороны? То есть это так странно и ближе к танцполу, заметьте По просто. фэншую. Я посмотрел. Блять, смешно. Ну, короче, да, а то, что качки кучкуются, я думаю, первый интерес это от того, что у них есть физика, они говорят, какое упражнение прокачает нижнюю дельту, потому что, например, я сам так иногда говорю, бля, долбоеб, но мне правда интересно, я подхожу и говорю, как ты прокачал вот эту историю, потому что, я знаю, я по ютубу смотрю, я ее не чувствую, а это, как знаешь, прийти к преподавателю, который тебе объяснит, и ты такой, о, ебать, теперь я чувствую. Не, Там... ну нет, понятно, там, если в процессе там спорта, окей, Да, а да, там да. открываешь, особенно латиносы, это вообще пиздец. А, Какая-нибудь латинос, да, фотки с Ибицы или с Барселоны, они все там по 15 человек, все качки, все одинаковые. вместе. Все одинаковые, 100%. Но. Я И недавно разговаривал. Стас не знает, как туда разбежаться и плюхнуться в эту гору мышц, Честно, да? нет, вот вообще нет никакого желания. У меня вот большинство качков, которых я знаю, у них у всех какие-то проблемы с головой. Я не в том смысле, там, не хочу никого сейчас обидеть, но у кого-то там были проблемы, и так вот они там как-то вот свои комплексы вот этим телом там пытаются, или что-то еще. Или, например, короче, все, сейчас наговорю опять, а потом... А ты говори, Стас, мы очень близки на самом деле к... Я думаю, еще пару каких-то моментов, и у тебя что-то переключится, и Ну, ты да, пойдешь. да. И ты пойдешь в спортзал. Слушай, мне 32 года, и если Не это давите сейчас... на пацана. Пацан знает, Это когда и надо ничего ему в зал страшного. или не надо ему в зал. Он взрослый человек. Что вы доебались? Посмотрите Да, хлам, у отъебитесь. меня в 38 я начал регулярно ходить, если не позже. Понимаешь, как ни крути, то есть это придет. Тебе просто нужно бади, джим-бари, кто будет Я тебя просто, вот, звать. знаете, иногда думаю, господи, вот ты смотришь, они целыми днями в зале, а чем они в жизни занимаются? Да ничего Когда Слушай, они... Знаешь, я во-первых, тебе не скажу, целыми днями. не завидуй в этом не плане, не целыми завидуй. Вот днями. сидишь, вот и сиди. А тебе, Да. знаешь, как рекомендация, неспрошенный совет, с черным со своим каким-то классным хатом, он к тебе придет, скажет, поприседай, я тебя подстрахую, и ты вот будешь одевать классные, блядь, штаны, навешивать веса, и такая, сука, мотивация появится поприседать. Знаешь, Они это, так любят, вот когда так есть за они что поиграть, это вообще, это вот прям у нас с ними матч 100%. класс. Ну и все,
посылайся нахуй, тебе главное все в кайфе и все, и сам Вы не даже посмотрите на натуралов, у них же у всех черные женщины, они все огромные, все жопастые, все такие какие-то. запасный, А он идет пиздец. сам весь качок. По черным можно анатомию изучать, у них такая структура телосложения у всех всегда, я не знаю Очень, почему. да. И причем у них возрастной категории, блядь, нету. Ему Он 40 пресс подумал про чем-то, а он выглядит фитнес, и у на него 35. пресс уже только от одной мысли вылез. Да, 100%, блядь. Слушай, ну есть еще один вопрос про всякие добавки, спортивное питание, ну или уколы среди русскоговорящих. Все такие: нет, я ничего не принимаю, не буду принимать, я вот Принимал 3 раза. все натуральное. И 15 лет он ходит в зал, и, и незаметно ничего. Вот можно ли без добавок себя накачать? Можно без добавок, но это будет простая, спокойная физика, красивое тело подкачанное, ну как подкачанное, как по своему роду. Но если, например, у тебя мечта, например, стать с огромными бицепсами, с сухим прессом, с огромными ногами, невозможно. Если ты смотришь, например, из серии там тебе 25, ну 35-40 возможно, но у тебя это 15 лет. Соответственно, стероиды – это машина времени, которую ты к себе подключаешь на 6 месяцев. Это ужасная сильная изоляция. Это такая, сука, дисциплина. Это так сложно. Все думают, я вот хочу сломать стереотип о том, что напикают себя там уколами и ходят потом со своими мускулами. Ебать, помимо того, что ты себя нужно напикать уколами, это, во-первых, сука, больно. Во-вторых, это тяжело, потому что там нужно сон, там нужна еда, там все по расписанию, там ты живешь по часам. У тебя постоянные срывы, это очень тяжело. Так, но зато есть результат. Сразу же 6 месяцев ты обретаешь результат, который бы ты достиг за 15 лет на органическом продукте. Понятно, что есть генетические свойства у человека, который очень легко, я не знаю, там, набирает вес, худеет прям быстро. Вот, например, это я. Я могу очень быстро похудеть, могу быстро набрать. То есть у меня это прям моментально 2-3-недельное. 2-3 недели у меня щеки круглые, я сразу Казахстан, сразу похож на своего родного брата, я прям типичный казах. Как только 3 недели убираю еду, какую у меня сразу скулы появляются, и я вроде такой, ебать, я себе нравлюсь. То есть мне нравится в этом, понимаешь, состоянии. Брат мой выбирать круглое лицо. Поэтому, если смотреть от этого всего, то есть кому-то позволено, кому-то нет. Если ты хочешь быстрый результат, пробуй, why not? Типа, ну и что? Ну побахаешь. Там стероиды, опять же, как говорят, что стероиды, это прям как бы... Там же подбирают определенный рецепт тебе, что подходит, что не подходит. Ты сдаешь анализы. Это очень медицинский подход. То есть там все... тебе не вколят какой-нибудь там супер стероид, от которого ты станешь, блядь, Халком. Ты не сможешь, потому что даже если какой бы тебе стероид не вкололи, стероиды – это 40%, а 60% – это питание. Вот и весь результат. А мифы, Питание, то, что стероида член не стоит, либидо на нуле. ну, пиздешь все, у меня наоборот, блядь, все стояло настолько сильно, что я прям не мог, я в кровать постоянно упирался всю ночь, мне прям не тяжело, я не высыпался. У кого как? У кого-то наоборот постоянно, у кого-то падает, но падает он у тех, у кого, во-первых, силят они, колят сильные стероиды, и либо они уже на этом когда-то были на этих стероидах, и они опять, и у них вот эта эмоциональная система какая-то, она падает, тут что, от домашней атмосферы какой-нибудь, я думаю, что от домашней атмосферы, если падает, там можно стероиды извести, значит, эта проблема в отношениях тоже имеется. Даже если в стероидах, блядь, у тебя человек рядом лежит, который тебя пиздец как вставляет, встанет. У меня вот был вопрос по поводу климата. Ну вот мы поговорили про то, что именно Лос-Анджелес, там есть эта культура. А мне кажется, что когда ты живешь в вечном лете, да, ты ходишь в таких майках, как у Димы, у тебя, Дима, у меня, неважно. Я именно когда жил в Майами 2 года назад, именно оттуда я и начал заниматься, ходить регулярно в зал. Сейчас хожу вот уже с тех пор, да, прошло 2 года. А когда ты живешь в вечном холоде, там, где я родился, и ты одеваешь там 3 слоя на себя одежды, то вообще как бы какой там зал? Вот есть такое ощущение, что чем теплее климат, тем больше, опять же таки, мотивации заниматься? Ну, я могу рассказать свою историю, на самом деле, как у меня было. То есть я худенький, всю свою жизнь был нормальный, как бы у меня не было никакого лишнего веса. Вот, и, ну, как бы, можно сказать, соответственно, как бы I'm okay с этим. И мы попали, первый был гей прайд именно конкретно в Майами, то есть до этого был у меня в Нью-Йорке, как бы, ну, как бы сказать, классно, все хорошо. Но когда я попал в Майами, вот, это было на пляже у нас устраивается этот гей прайд, и там, конечно, просто я шел сквозь толпу вот этих классных тел, людей, у меня возникла жуткая, ну, как сказать, не депрессия, а комплекс неполноценности, потому что я думаю,
Блин, я то, что хочу, то есть это очень сильно мотивирует. И тут, как бы, если мы говорим про Майами конкретно, то есть ты здесь часто видишь людей просто в таплес, как можно сказать, без футболки. Да. Понимаешь, то есть просто люди ходят по улице без футболки, и в основном красивые тела. Соответственно, это всегда мотивирует, и как бы, ну, мотивация важна, как ни крути. Если все вокруг тебя толстые, то, соответственно, явно, скорее всего, ты не задумаешься А качать. говорят, правда же, в мире красиво, в мире горбатых стройность бы считалась уродством. Да, В этой да, серии вот такая. да, Но опять же, здесь опять же как от себя. Если человек идет и он окей, он такой, ну красивый, ну и классно. Мне окей, здорово. Вот, например, Димашу это, Асику не здорово, мне тоже не здорово. Я когда понимаю, что, о, блин, у меня тоже в голове, я тоже так хочу. И это меня мотивирует. да, да, да. Для людей, которые живут, например, в Норильске, когда постоянная зима, вот, ну, есть все равно единицы, которые выбирают спорт вне зависимости от погоды, погодных условий. Если они правда это выбирают, тогда, мне кажется, человек, который выбирает в голове себе спорт, он, блядь, и в Норильске начнет заниматься спортом. Но сейчас я и могу добавить, просто тогда, когда ты начал ходить в тренажерный зал, и твое тело стало в тонусе, не то, что оно стало накачанным, оно в тонусе, это другое качество жизни, то, о чем мы говорим про здоровье. То есть ты Да, себя это по-другому здоровье. чувствуешь, и ты реально понимаешь, что, ну, как сказать, это классно, то есть полезно. Не обязательно иметь большие мышцы, это вообще не Да, цель, согласен. а иметь тело в тонусе, это очень важно для твоего здоровья, для твоего самоощущения. То есть ты сам по себе гораздо лучше себя чувствуешь. Я не соглашусь, потому что мне кажется, если твое накачанное, красивое, подтянутое тело некому показать, ты живешь в Норильске, кроме того, что только ты и знаешь, что у тебя такое тело. А каким тело должно показываться кому-то? Он же делает его для себя в первую очередь. Здесь разные вещи. Понимаешь, здесь мы уже говорим о других вещах. Это мы говорим, что ты хочешь показать свое тело, пойти на тусовку. Да. Я хочу. А есть люди, которые делают тело для себя. Есть Ребят, люди, которые напишите в не делают комментариях, тело. кто ходит в зал, кто занимается Кто спортом и поступает делает для мудро. себя, и никто этого не видит. Вот есть ли у нас такие среди зрителей? Я знаю, что я подытожу на этом все вот так. Неважно, здоровые мышцы, не здоровые мышцы. В здоровом теле здоровый Здоровый дух. дух. И это нормальная история. Каждый выбирает свой спорт. Кто-то может спорт, например, я не знаю, растяжка, йога, Секс тоже спорт. танцы, секс, конечно, это все спорт. Это там, где мы теряем калории, потому что это, in general, человеку нужно их сжигать. Поэтому не обязательно классно иметь мышцы, но заниматься спортом, хотя бы выходить на прогулку вечернюю, Да, утреннюю, да, это да, да, полезно да. для сердца, для сосудов, для кожи. Это полезно. Да, Спорт это всегда. полезно, согласен. Вот, кстати, ты в самом начале сказал, что очень много смотрят девочек нас, и они просто любят на геев подписываться и общаться с геями. Очень часто так. Лучшие друзья девушек — это геи. Привет, Вот. девочки. Привет, Вот. девочки. Но, кстати, как Девчули. вот для себя, для жизни, вот девочки вообще не любят накачанных, спортивных, им вот нужен просто мужик, чтобы вот прям он был мужик. Потому То что есть, ревность, А они боятся, что его уведут. Да, в что он легко основном. уйдет к другой. Да, ну, да. слушай, Сколько они... ситуаций, когда женщина за год из мужчины нормального, красивого, борщами и всем остальным делает из него урода, чтобы вот он точно от нее не ушел. Да, да. Ну, парень сам тоже выбирает быть. Ему нормально. Даже у меня вот так было, вы понимаете? Да. Только мы разошлись, я начал как-то уже заниматься собой. Ну вот, кстати, про климат. Я сейчас в Лондоне, и здесь, несмотря на то, что тепло, очень мало месяцев в году, все равно тоже очень много качков. Тут тоже идет культ, и они вот все такие помешанные. И несмотря на то, что они все равно больше полугода ходят там в куртках, в кофтах, в Мгм. пальто и так далее. Поэтому Состояние. Я могу сказать, что время пролетело, конечно, как всегда, очень быстро, незаметно. Беседа получилась супер отличная, Дима. Я даже не ожидал, что ты нам столько подробностей про себя расскажешь. Бывает иногда порой много, и сори. Ребят, в свою очередь хотел сказать, что тоже не ожидал, что я так тепло проведу этот эфир. С каждым соединился по какому-то определенному отношению. Все вы классные, у всех своя определенная история. Я очень обожаю разных людей. И думаю, что когда-то в ближайшем будущем мы где-то пересечемся и как минимум выпьем по бутылочке пива. Ну или кофе. Или текилу. Или кофе. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, делитесь, потому что тема интересная, я уверен, что актуальная для многих. Да,
Пишите комментарии, что вам было интересно. Если вы хотите увидеть Диму вновь в наших эфирах, у нас еще будет много интересных горячих тем в будущем. Дима, у тебя отличные поездки, куда ты там летишь завтра. Хотим. Да, Дима, с тобой было весело. Друзья, подписывайтесь на инстаграм Димы, Стаса, Дима из Майами. Я получаю тоже какие-то новые подписки в инстаграме, очень прикольно. Друзья, до встречи в новых выпусках. На этом все. Увидимся. Пока-пока. Пока, ребят. Чао, чао. Пока. Пока-пока.